Купил себе последний писк атомайзерной моды Genesis версия 5. Вот такой вот бак, довольно увесистый, так как сделан из нержавейки. В комплекте пара запасных проволочек для спирали и кусочек трубочки из кремзема, квадратик нержавеющей сеточки 350 меш, прозрачный дриптип. Все упаковано в небольшую коробочку без опознавательных знаков. Что касается дриптипа, то подойдет практически любой. Вот этот, например, от 901 атома. Чтобы они не вываливались, посадочное гнездо чуть меньше по диаметру, так что, возможно, пластик на дриптипе придется немножко подточить по окружности. Но мне больше всего нравится мягкий мундштук. Отверстие у него еще меньше, тянется, конечно, хуже, зато пар получается более густой. Если интересно, такие мундштуки, как правило, идут в комплекте с клиромайзерами. Также в комплекте конус для ЭГО батареи. Он визуально сглаживает переход между разными по диаметру частями электронной сигареты, положительно влияя на внешний вид. Чтобы понять, чем Genesis отличается от обычного атома, откручиваем колпачок. Вообще, основное отличие Genesis в фитиле. Вместо привычного кремзема используется свернутая трубочка из мелкой нержавеющей металлической сетки, а спираль мотается прямо на сетку. Для избежания короткого замыкания между сеткой и спиралью искусственно создается нагар, что на форумах от чего-то получило название оксидирование. Китайцы этим заморачиваться не стали и просто продели между сеткой и спиралью кусочек кремземневой трубочки. Так что это в каком-то смысле некий гибрид Генезиса и бака. Кстати, о баке и китайцах. В описании к товару заявлен объем 3 мл. Но дело в том, что добрую половину внутреннего объема колбы занимает центральная стойка, ее еще называют гантелью. Так что полезный объем, то есть количество жижи, которое можно залить в бак, если верить шприцу, всего около 1,5 мл. Поскольку устройство паровозит «Будь здоров», то с такой производительностью и при таком объеме жижу придется заправлять довольно часто. К сожалению, этот момент не особо удобен. Заправочное отверстие закрыто винтом на резьбе. С одной стороны, это очень хорошо. Плохо то, что винтик довольно мелкий и с обычной головкой, то есть отвернуть его без крестовой отвертки не получится. Более того, для заправки нужен либо шприц, либо бутылочка с иголкой. Получается, что вам придется таскать с собой и бутылочку, и отвертку, да заправлять удобнее всего сидя за столом. Проблему частично мог бы решить болтик с накаткой, но среди килограммов всяких околокомпьютерных винтиков лично у меня с подходящей резьбой не нашлось. Еще один неудачно расположенный винтик – это одна из стоек крепления спирали. Дело в том, что она расположена слишком далеко от фитиля, и спираль получается с совершенно ненужным усом. По-хорошему, концы спирали нужно перенести как можно ближе к фитилю. Та же проблема с воздуховодом. Он боковой и, как я понял, просверлен наобум. Хотя, по идее, лучше всего, конечно, расположить его соосно со спиралью. В принципе, ни на что не влияет, но как-то неаккуратненько. И последний момент, на который стоит обратить внимание – материал колбы. Между колбой и остальными частями нет никаких уплотнительных колец, то есть она установлена в натяг, что в принципе может привести к трещинам. Чтобы максимально от них застраховаться, возьмите обычный скотч и, ухватив устройство так, чтобы при вращении резьба закручивалась, оберните скотч в натяг вокруг колбы несколько раз. Лишнюю липкую ленту удалите обычным лезвием. Будьте осторожны, постарайтесь не порезать уплотнительное кольцо. Это нехитрое действие поможет предотвратить протекание жижи в карман, если колба вдруг лопнет. На этом минусы, пожалуй, заканчиваются. В целом же девайс очень приятный. Качественный, но для Китайпрома, по крайней мере, материал, резьбовые соединения, стандартные комплектующие, а самое главное, вполне достойный вкус. Пар не холодный и не горячий. Мне, честно говоря, больше по душе более горячий пар, так что надо будет поиграться с намоткой. Кстати говоря, если интересно, то с учетом погрешности моего прибора в 0,7 Ома, Genesis V5 приезжает с завода с уже готовой намоткой с сопротивлением ровно 2 Ома.